Кто унаследует трон? Президент назвал имя преемника журналистам. Главный кандидат на одной сцене с нынешним главой государства. Досмотрите. Невероятно редкое явление – протесты в Китае. Что случилось? Почему Китай взорвался от гнева и люди вышли на улицы? Президента в экстренном порядке отстранили от должности. Что произошло? Кто теперь будет управлять страной? И при чем здесь Россия? Такого еще не было. Москва может легализовать продажу людей. Рабовладельческий строй официально возвращается? Обо всем расскажем. Эти и другие важные события. Утро четверга, 7 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тайная миссия Трампа в самом сердце Кремля. Спецпосланник президента США Стив Уитков провел 3-часовую встречу с Путиным, не сказав ни слова журналистам перед этими переговорами. В Кремле состоялась закрытая беседа, ни одной детали встречи официально не разглашалось. Состоялся, весьма полезный и конструктивный разговор. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Журналистам, ожидавшим у стен Кремля, Уитков не сказал ни слова, потом он отправился в американское посольство, в котором, как мы знаем, есть защищенная линия связи, а уже после Трамп вынес свой вердикт. Мой спецпосланник Стив Уитков провел весьма продуктивную встречу с президентом России Путиным. Был достигнут значительный прогресс. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Решение президента США можно ли назвать неожиданным? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. Кто унаследует трон? Во время громкой пресс-конференции Дональд Трамп неожиданно обозначил фаворита на роль своего преемника. И это не сын, не Марко Рубио, а вице-президент Джей Ди Венс. На вопрос журналистов, видит ли он в нем наследника идеологии МАГА «Make America Great Again», Трамп ответил прямо: вероятнее всего, да. Я думаю, что по справедливости он вице-президент. И я думаю, что Марко Рубио – это тоже тот, кто, возможно, в какой-то степени мог бы сойтись с Джей Ди. Я также думаю, что у нас есть потрясающие люди, некоторые из них прямо здесь, на сцене. Так что, очевидно, еще слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он отлично справляется со своей работой, и на данный момент ему, вероятно, оказали бы поддержку. Президент США не исключил союз Венса с госсекретарем Марко Рубио, и хотя сам Трамп ранее намекал на возможность третьего срока вопреки Конституции, теперь он говорит «нет, наверное, нет». На место лидера республиканской партии, по словам президента, претендует до 20 человек, но именно Венс все чаще звучит как главный кандидат на наследство Трампа. Взрывная находка. В беспилотнике, который прилетел в Литву, обнаружили неожиданный сюрприз. Он таки не был разведывательным, а очень даже боевым. При осмотре летательного аппарата было установлено, что он содержал взрывное устройство, которое было обезврежено специалистами вооруженных сил Литвы на месте происшествия. После обезвреживания устройства его части были изъяты для проведения различных криминалистических экспертиз. Министр обороны Литвы заявила, что страна займется усилением ПВО и поиском экспериментальных решений для борьбы с дронами, а глава МИД уже направил письмо генеральному секретарю НАТО с просьбой об усилении воздушной защиты. Простыми словами, боевой дрон с настоящей взрывчаткой пересек границу НАТО, пролетел над столицей и упал на военном объекте. Первое американское оружие через НАТО уже в пути. Украина получит боеприпасы и вооружение в ближайшие недели по инициативе, которая позволяет странам-членам Альянса финансировать закупку американских систем для Киева. В ответ на потребности Украины новые пакеты помощи готовятся быстро и на регулярной основе. Мы ожидаем первые поставки в течение ближайших недель.
По данным источников НАТО, первые 2 пакета уже профинансировали Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция 4 и 5 августа соответственно. Теперь ждут быстрой логистики, поставки ожидаются совсем скоро. Партнеры обещают, что помощь будет идти регулярно, новые пакеты оперативно, а круг участников проекта расширится уже в ближайшее время. Новая модель, инициированная США, позволяет обойти бюрократию. Вместо прямой помощи Вашингтон продает свое оружие, а союзники НАТО оплачивают счета, ускоряя поставки Украине. 6 часов за закрытыми дверями, и правительство Ливана выходит с самым громким решением за последние годы. До конца 2025-го вооруженные силы страны должны представить план по полному разоружению всех группировок, включая Хизбалла. Об этом заявил глава кабинета Наваф Салам. Цель – вернуть контроль государства над всей территорией и исключить монополию на оружие у кого-либо, кроме армии. Поддержку Бейруту выразили и Соединенные Штаты, но реакция Хизбаллы была мгновенной и жестокой, но предсказуемой. Они отказались разоружаться. В интересах Израиля не прибегать к широкомасштабной агрессии, потому что если они прибегнут к этому, мы будем защищаться, армия будет защищаться и народ будет защищаться. Эта оборона приведет к падению ракет на территорию израильского образования. К тому же израильская армия официально подтвердила, целью последнего удара по военной верхушке группировки стал Хасам Касем Гараб, полевой командир шиитского движения, координировавший действия террористических группировок на сирийском направлении. Эти отряды, по данным пресс-службы, готовили массированные ракетные обстрелы по израильским позициям. Политическая бомба на Балканах. Пророссийский лидер боснийских сербов Милорад Додик отстранен с поста президента. Ему запрещено занимать любые государственные должности на ближайшие 6 лет. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины после вступления в силу вердикта апелляционного суда. Теперь в Республике Сербской должны пройти досрочные президентские выборы в течение 90 дней. Но Додик, как всегда, не намерен сдаваться. Он заявил, что будет оставаться на посту до тех пор, пока его поддерживает парламент. Адвокаты уже пообещали оспорить решение в Конституционном суде. Правительство региона встало на его защиту, назвав приговор политическим и неконституционным. То же самое применяется, когда кто-то уходит в отставку или когда кто-то осужден окончательным приговором к тюремному заключению на срок более 6 месяцев, как это предусмотрено законом, а также в некоторых других случаях. Таким образом, в этих ситуациях у нас нет выбора. Мы просто обязаны действовать в соответствии с законом. И именно это мы и сделали. Тем временем ЕС требует соблюдения закона. Брюссель напомнил, что страна, кандидат в члены Союза, обязана демонстрировать приверженность принципам правопорядка. Додик давно вызывает тревогу у Запада. Его заявление о выходе Республики Сербской из состава Боснии и присоединении к Сербии уже привели к санкциям США и подрывают и без того шаткую стабильность в регионе. Кадры жуткого избиения 14-летней девочки 3 подростками в китайском Цзянью разлетелись по сети и стали искрой для взрыва. Сотни людей вышли к мэрии с простым вопросом: а где справедливость? Но все быстро превратилось в ад. Людей жестоко разгоняли, избивали и утаскивали в автозаки. На улице вывели даже спецназ. А теперь главное: 2 агрессоров попали в исправительное учреждение, но ненадолго. 3-й вообще отделался воспитательной беседой. Вот люди и вышли на улицы. Но вместо того, чтобы слушать общество, власти включили привычную тактику подавления и цензура. Начали ловить не виновных, а тех, кто распространял видео и, как они считают, фейки. 2 уже наказали. Протесты в Китае редкость. Это страна, где любое несогласие сразу давят катком. И если люди все же вышли, значит кипит по-настоящему. Общество взрывается от безнаказанности и полицейского произвола. Это уже не просто история одной девочки. Это тревожный сигнал о гневе, который копится в обществе годами. Космическая гонка стартовала. Америка собирается установить ядерный реактор на Луне и сделать это раньше Китая. Министр транспорта США, бывший ведущий Fox News и временный глава НАСА Шон Даффи уже на этой неделе представит ускоренный план по запуску лунного ядерного проекта. Об этом сообщает Politico. Несмотря на сокращение бюджета, НАСА получит четкие временные рамки. До 2030 года запустить на Луну реактор мощностью 100 киловатт. Агентство уже ищет частные
частные компании, способные выполнить задачу. И это уже не только наука, это гонка с Китаем, который тоже намерен отправить человека на Луну в том же году. Ядерная инициатива призвана не просто вернуть США на Луну, но и не допустить доминирования Китая и России в будущих миссиях на Марс. Даже после отмены программы Пентагона по созданию ядерного ракетного двигателя НАСА продолжит развивать эти технологии, теперь с политической поддержкой в лице Даффи. Официальный старт программы – вопрос ближайших дней. Работорговля, но с русским лицом. Герман Стерлигов, одиозный персонаж, который уже просил у властей денег на прислугу, теперь пошел дальше. Он открывает невольничий рынок. Место открытия не уточняется, но лозунг звучит пугающе четко. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев. Официальное объяснение – решение кадровой проблемы. Циничный не придумаешь. Стерлигов называет это радикальной мерой, но по сути это попытка легализовать рабство под прикрытием сельхозромантики. И все это на фоне его же заявлений, что он православный, хоть и не крещеный, и что все конфессии – ересь для лохов. Настоящий феодал в телеграмном аду. Невольничий рынок в Слободе братьев Стерлинговых начнет свою работу 29-30 августа на большой ремесленной выставке. Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев. 21 век. Российская Федерация. Рынок рабов. Все на афише. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.